Девчонки, всем привет! Сегодня про макияж. Я покажу вам технику макияжа, какие выбирать текстуры, чем делать макияж, как правильно наносить макияж, чтобы выглядеть намного моложе, намного свежее. Волосы убираем, чтобы и не мешали, чтобы границы как следует растушевать. Беру кисть Дуофибру, сбрызгиваю термальной водой, сухая кожа, выбирайте термальную воду без содержания соли, имейте в виду. Остатки, лишнее снимаю на руку, чтобы не было слишком мокро. Тональный крем Эвелин, бюджетный, но очень хороший, в свое время очень знаменитый. Почему? Потому что он действительно очень тоненький, видите, он капельный, но зато он хорошо пигментированный, отлично ложится и подходит практически для всех типов кожи. Растушевываю. Обязательно прохожусь по периферии. Это очень важно, чтобы не было никаких границ. Тогда ваш макияж будет выглядеть натурально. Глазки тоже покрываем тональным кремом. Если тональный крем вам подходит, то он не будет подсушивать. И как раз будет ощущение, что на вас нет никакого макияжа, что вы выглядите просто как будто так и было. Дораспределяю рукой, поскольку кожа у меня пористая и нужно в некоторых местах подшлифовать. На подбородке у меня покраснение наслаиваю, чтобы хорошенько перекрыть. Очень внимательно смотрю, как вы видите. Прямо точечно распределяю. Вообще макияж нужно делать не по шаблонам, а именно исходя из анатомии вашего лица, из ваших там каких-то проблемных зон. Соединяю зону лица и шеи, растягиваю на шею, ушки. Иногда забываем про ушки, и они нас выдают, потому что тональное средство, как правило, все равно немножко отличается. Консилер. Снимаю всегда его на руку, поскольку так мне удобнее будет его наслаивать. Наношу именно в те зоны, которые требуют. То есть у меня вот синяк, он в уголке, во внутреннем глаза. Я растягиваю вниз. Это дает очень классный эффект. Это открывает взгляд, это освежает. Также прохожусь по подвижному веку. Это будет служить базой для нанесения теней, поскольку консилер не сильно жирный. Он хорошо сцепляется с кожей и не будет скатываться. Здесь у меня заломчики. И они покрасневшие, поэтому я их тоже тонирую. Крылья носа и губы вот таким образом я прохожу. Так губы выглядят аккуратнее. Фиксирую пудрой консилер, но это не обязательный этап. Некоторые консилеры в этом не нуждаются. Видите, подкручиваю кистью. Макияж глаз делаю двумя оттенками. Один золотистый, который я наношу сразу же в уголок глаза и на все подвижное веко. Кисточка пушистая и довольно широкая. Это очень удобно, это позволяет все делать быстро. За счет того, что она мягкая, макияж ложится очень ровно, а еще он ложится хорошо за счет сатиновости теней. Вот о чем я вначале говорила. С матовыми тенями гораздо сложнее работать. Пушистый бочоночек. Вырисовываю форму глаза. Цвет не сильно темный, поэтому я могу здесь также наслаивать. Стараюсь вытягивать глазик кверху, потому что у меня форма глаза такая не спадающая, и мне приходится каждый раз вот смотреть, чтобы глазик не упал, так сказать, окончательно. Остатками проходимся по нижнему веку. Не нужно специально набирать тени, чтобы нанести на нижнее веко. Достаточно вот именно остатками теней, тогда это будет выглядеть как тень, а не как синяк. Обратите внимание, что я делаю макияж на открытых глазах. Так вы хорошо видите форму, что вы вообще сделали, как вы нанесли макияж, правильно ли вы прорисовали форму. Это растушевочная кисть, она более пушистая, более крупная. По границам проходимся, на сам цвет не заходим. Растушевываем, втушевываем как бы цвет в кожу. Вот видите, немножко напятнила. Беру кисть от консилера и остатками консилера убираю все лишнее. Карандашом рисую стрелочку, начинаю рисовать именно от того участка, где начинается, так сказать, падение моего глаза. Как правильно рисовать стрелки, чтобы они выглядели гармонично, чтобы не было заметно вообще, что у вас стрелка на глазах, я сделаю отдельное видео, потому что эта техника, ее нужно будет мне вам объяснить. Но рука у меня набита, и я знаю свои глаза, поэтому я легко и быстро это все делаю. Тушь наношу, обратите внимание как.
Многие говорят: ой, у тебя такие пушистые ресницы, потому что они у тебя от природы такие пушистые. Да, у меня хорошие ресницы, но я очень много внимания уделяю им, когда я их прокрашиваю. Я прокрашиваю их и снаружи, и изнутри. Я их подкручиваю, я придаю им форму. Тушь у вас должна быть такая, чтобы она не засыхала сразу, чтобы она была пластичная. Видите, уголок внешнего глаза я дополнительно прокрашиваю, чтобы он был пушистый и смотрел вверх. Нижние реснички остатками туши проходим аккуратненько. Брови, если честно, мне дополнительно что-то с ними делать лень. Они у меня жесткие. Если я их правильно подстригла, правильно их оформила, мне достаточно их как следует расчесать, придать им форму. Но над ними еще можно было бы поработать, потому что я вижу, есть пробелы. Румяна. Они сатиновые, я не люблю матовые румяна. Я наношу их мягкой скошенной кисточкой. И обратите внимание, наношу строго там, где они мне нужны. Не так, чтобы вот четко от какого-то места к вискам. Конечно, мы вытягиваем вверх, но я смотрю, где у меня есть какая-то тень, где-то провалы. Вот видите, внизу там на щеках. Поэтому я знаю, куда мне нужно нанести румянец, чтобы не было никаких там неровностей. Растушевываю их, но для того, чтобы они выглядели наиболее аккуратно, наиболее незаметно, также если вы напятнили, берем кисть, которой наносили тон, и убираем лишнее. По краям я также прохожусь, чтобы втушевать их опять-таки в кожу. И сейчас вы увидите, что румяна будут, они настолько будут выглядеть после этой процедуры натурально, как будто их нету, но все равно лицо такое, как с морозца. Если вы намазюкали где-то лишнего тушью, не переживайте, дайте ей подсохнуть, и ватной палочкой потом все снимите, она прекрасно поддается. Благодаря тому, что у нас под тенями лежит база в виде консилера, то можно смело шкрябать, и тени никуда не съедут. Так что даже если вы сильно наляпали, где-то иногда пятно такое гигантское поставишь, не нужно паниковать, подождите немного и потом уберете. Пользуюсь в последнее время бальзамными помадами. Не люблю устойчивые помады, не люблю яркие помады. Вот это вот, она такая эластичная, мягкая. Ну вот, собственно, вот весь мой макияж. Я много времени потратила для того, чтобы изучить те или иные техники, подстроиться, выяснить, как все-таки так себя красить, чтобы выглядеть естественно, но и чтобы выглядеть моложе. Хорошего настроения вам, пишите вопросы в комментариях. До новых встреч, целую, пока!